Привет, друзья! Ну что, сегодня пройдемся по избитой, наверное, очень теме отношения между мужчинами и женщинами, итоги, там, процесс, начало. Что стало поводом? Мне подбросили такое видео, попалось, в ленте. И вот там мужичок один сидел 15 минут, он мне рассказывал о том, как мужчина расстается с женщиной 10 раз там, и вот всегда один и тот же итог. Ну давайте попробуем разобрать. Значит, что я увидел, когда перешел на его канал. То есть я подумал, что у него может быть что-то такое именно сейчас произошло, и он решил коснуться этой темы, потому что на видео просмотров 45 тысяч набралось за 3 недели. Ну, видимо, тема все-таки кому-то интересна. Я не знаю уж, там, смотрели люди полностью его или нет. Я его посмотрел, но такое себе. Смотреть было не то, что как-то приятно, скорее даже неприятно. Но я терпеливо подождал эти 15 минут, чтобы понять, что он хочет донести. Так вот, донести он хотел следующее, если кратко, вот эти все 15 минут его. О том, что какая бы женщина ни была, всегда будет какая-то недооценка, всегда разойдутся, и всегда будет все плохо. Ну и вот он говорит, что самое главное в жизни — это деньги. Там ни семья, ни родители, ни близкие, ни друзья, ни женщины. Вот деньги. Потому что за деньги, как он говорит, можно позволить себе и женщин, и здоровье, и все. Я вот категорически с этим не согласен. Может быть, я молодой еще, зеленый, неопытный, да? Но я опишу так, как вижу это я, как вижу этот мир я, какая модель сформировалась у меня. Я думаю, что очень много кому моя модель будет все-таки более близкой, потому что она не насыщена негативом. Вот давайте разберемся. Разделим отношения между мужчинами и женщинами на возможных 3 этапа. Этап 1 – это конфетно-букетный период. Этап 2 – это уже совместная жизнь, быт. И этап 3, не у всех он бывает, но это у пар, которые распадаются в итоге. Так вот, в тот момент, когда люди сходятся, начнем даже с дальнего, да, это, наверное, будет правильно, потому что нужно будет, это, наверное, интересно. Кому это интересно? Интересно тем, кто часто расстается в отношениях. Так вот, вы расстаетесь, у вас обвинения друг против друга, у вас обида, что партнер ваш потратил лучшие годы жизни, использовал вас в каких-то своих целях. Поверьте, эту шарманку будет петь каждый из партнеров. Как женщина будет говорить, что она потратила время впустую, потому что по итогу она реально время потратила, и она ничего не имеет. Вспомним, что цель большинства женщин, по моему ощущению, это реализоваться через семью, организовать достаток, комфорт, вот такое все, да. И она по прошествии какого-то времени осталась же без всего. То есть, конечно, цель не достигнута. У мужчины тоже. Мужчина на что будет говорить? Что с него тянут деньги, что все, что он зарабатывал, это все было растратили, и у него тоже ничего не осталось. Почему так? Давайте разбираться. Я считаю, что так происходит, потому что, во-первых, каждый исходит из своей, в общем-то, наверное, правильной цели. Женщина ставит приоритет именно создания семьи, как детей получить. Большинство женщин, не все. А мужчина, чтобы накопить достаток. Вот именно цель – накопить. Я думаю, вы понимаете, да? Вот каждый задумайтесь, неважно, кто сейчас слушает. Вот если вы женщина, напишите, а действительно ли, вот я просто комментарии все читаю. Для меня это своего рода диалог
Является ли вашей целью вот создать семью, уют, чтобы кругом была забота? Женщина исходит из того, что она хочет любить и хочет быть любимой. Но что мы больше всех хотим? Любить? Если ты хочешь, чтобы тебя больше всех любили, ты должен начать с того, что ты должен любить начать. Если ты целью ищешь, чтобы тебя любили, то это эгоизм. Правильно? Кстати, много таких вот, особенно молодых девушек в современной реальности сейчас, вот, уже 2026 год, да, такие, хотя по разным странам ценности же разные, но я считаю, что в той среде, где я проживаю, вот какой мир, да, какое поколение, я считаю, что чуть младше меня, наверное, годов так с 2000 года рождения, очень много девушек эгоцентричных. Они хотят, чтобы любили их. Они в отношения вступают, потому что любят их. Я считаю, такие девушки еще не готовы к отношениям. Целью семьи, то есть зачем девушке там семья, должна быть внутренняя потребность любить. Понимаете? Девушки, вот сейчас для вас, я много об этом читал. Там это из женской психологии, из мужской, но вот больше это именно женские разборы. Не такие хайповые, которые вы видите часто, наверное, вот, мужчина должен вас оберегать, одно другое. К этому мы сейчас еще перейдем, когда про мужчин будем говорить. Именно про женщин. Женщина становится зрелой к созданию семьи, когда у нее появляется внутренняя потребность любить другого безответно. Вот это именно является индикатором, когда девушка готова к семье. Никак иначе. Все остальные случаи, когда вы не готовы любить безответно, поверьте, вы практически все в итоге будете в разводе. Потому что у мужчина любить вот так вот безответно, постоянно не может. Он заточен вообще в жизни под другое. Он не заточен под то, чтобы дарить уют, комфорт. Сейчас я расскажу, на что мужчина заточен. Так вот, для того, чтобы по прошествии какого-то времени вам не быть с такой вот обидой внутренней там, на мир, на жизнь, что вас недолюбили, вам не додали и прочее, не начинайте вот строить ожидания, которые не реализуются, о том, что вас будут на руках носить, вас будут любить. Нет, этого не произойдет. А вот когда вы будете исходить из позиции, что вы хотите кого-то любить, вот у вас будет тогда все. Вы хотите любить мужчину, у вас будет мужчина, вы будете его любить, от этого вы будете счастливы. Вы хотите любить еще больше, у вас не хватает вместимости вашего мужчины на любовь, вы рожаете детей, вы любите детей, и у вас все больше, куда вы можете вместить свою любовь. И вот только потом, по прошествии времени, вы будете чувствовать отдачу, благодарности за то, что вы о других людях заботились, покушать готовили для них, порядок поддерживали. Когда люди вокруг вас, пусть мужчина, это может быть друзья, родственники, это дети, которые вами подпитываемы были какое-то продолжительное довольно-таки время, они потом, не скоро, это они потом, и то не всегда, это только может быть, будут благодарны, и вот только тогда вы почувствуете вот эту отдачу. Но самая главная позиция, с которой девушки должны исходить, это из потребности любить других. Вот на этом все строится, на этом все рушится. Давайте теперь поговорим о мужчинах. Это сейчас мы обсуждаем период до отношений. У мужчин. Почему мужчина должен быть в семье? Мужчина заточен на то, чтобы накапливать какой-то достаток. Мужчины слабы без женской поддержки. Я не
нагнетаю, не преувеличиваю, да, действительно, мужчины, мы с вами слабы. Если не будет вагончика с углем, который нас будет подпитывать, напоминаю, мы с вами паровозики. Вот не бывает такое, что ты сам себя там приободряешь, да? Нет. Ты должен понимать, во-первых, что ты по природе своей, как пчелка, будешь фигачить, искать какой-то достаток. Не надо исходить из того, что тебя кто-то использует, что-то еще. Нет, вообще просто об этом забудь. Начни с осознания того, что цель твоя и счастье твое будет в обретении этого достатка. Вот если ты это осознаешь, у тебя не будет такого восприятия как бы болезненного на то, что от тебя как бы ждут и требуют. Тебе вообще будет все равно, что от тебя ждут и требуют, ты и без них сам с усам, да? Ты сам понимаешь, что тебе надо больше. Но у этого должен быть логический смысл. Почему тебе нужна семья, если ты сам себе вот режиссер, да? Ты достатком себя обеспечишь. Обеспечишь. Пройдет время. Это может быть несколько десятилетий. У тебя будет момент оценки смысла всех твоих действий. Ты можешь накапливать. Ты будешь думать о том, какое это наследие. Понимаете, да? Ты будешь заводить семью, вначале осознанно, или неосознанно, но в конечном счете из того, что тебе нужно куда-то использовать этот достаток. Да, ты можешь заработать много. Я не знаю ни одного успешного человека, кто без семьи, с достатком, и он счастлив. Нет такого. Возьмите любого богатея, олигарха, какая бы красивая жизнь ни была, все-то у него есть. Почему у него это есть? Потому что его уже ничто не радует. Он может себе позволить, буквально, практически все, но это не делает его счастливым. Это, вот такая вот реальность. Природа, Бог заложил так, что мужчины и женщины кардинально разные, имеют абсолютно разные жизненные цели. Но они просто как необходимость дополняют друг друга. Без этого они не едины. Вот представь, тебе 75 лет, у тебя достаток, ты можешь себе позволить все что угодно. Посмотри фильм вот «1+1», классно вообще, мне понравился. Суть в чем? Богатый человек внезапно стал инвалидом, у него парализовано все тело, все, чем он владеет, только головой. Он может за деньги, которые на его счете, нанять какого-то распорядителя через нотариуса, который будет за него физические документы подписывать. Может нанять уход любой. Может обеспечить внимание, куплено временно со стороны женщин. Но не будет этой заботы. Вы ее ниоткуда не получите. Да, кто-то скажет, вероятность того, что конкретно с ним что-то такое произойдет, вообще минимально, и он выберет вообще как-то ускоренно окончить свою жизнь. В тот момент вы об этом думать не будете. В тот момент вы будете чувствовать вот очень жесткий удар. Как будто вы упали с большой высоты на железнодорожном пути, вас переехал поезд. И все, что у вас есть, это не имеет никакого значения. Я недавно посмотрел фильм, очень близкий к сценарию Библии, про Авраама. Авраам был весьма небедный человек.
Он был богатым. По современным меркам, по меркам его времен, он был очень богатым. У него были стада различного скота, там козы, овцы. У него были слуги. То есть он, знаете, как вождь племени. Из всего доступного он мог позволить себе буквально все. И все это для него было абсолютно неважно. Он понимал где-то на уровне там, подсознания, что это все не имеет никакого значения. Там была описана история, когда он выкупил раба за большие деньги. Беглый раб. Он увидел, человек бежит, он его хотел прийти, и тут прибегают, знаете, другие мужики на лошадях подскакивают, они за беглым рабом. Ну, по-моему, наказание для раба за бегство — это смерть. Ну, я не знаю, может быть, конкретно в том месте было как-то иначе, может быть, просто бы вернули. Но Авраам просто его выкупил за высокую цену и никаких требований не предъявлял. То есть он понимал, эти мирские богатства, они не имеют такого значения, как вы думаете. Более того, в Библии даже сказано: используйте богатства земные для обретения богатств небесных. Все, вернемся сейчас к мирскому, да, потому что, скорее всего, большая часть, кто посмотрит мое видео, это люди не верующие, а люди мирские. Ну так вот, те богатства, которые вы обретете, какой будет с них смысл? Каждый мужчина имеет вот в голове настрой такой логический. Давайте по логике. Вот у тебя есть много чего, да? А какой смысл, если ты не можешь это никак применить? Получается же никакого. И тебе нужны наследники, которые примут то, чего ты добился, и понесут это дальше, чтобы наращивать. Вот ты где будешь счастлив. Когда ты сможешь создать наследие, не обязательно каждый из мужчин сможет создать наследие, но нет. Такой вот механизм у нас заложен, что мы хотя бы к этому стремимся. Ладно, ситуация, когда мужчина не смог как-то что-то добиться большого достатка, так сказать, минимум, что он получит, если у него будет семья, дети, если он с ним будет в добрых отношениях, но он получит какую-то заботу, поддержку, хотя бы на старости, хотя бы какую-то минимальную, ему где-то чем-то помогут. Но если у тебя не будет куда вкладывать, какой смысл твоих вот этих устремлений во что-то? Какой смысл? Вот сколько денег тебе нужно сейчас для счастья? Неважно, вот какой у тебя сегодня капитал. Вот сегодня у тебя нет денег, и представим, что у тебя появились там 300 тысяч долларов. Вот представь себе эту сумму, ты в жизни таких денег не видел, и у тебя будет 300 тысяч долларов. А если у тебя есть 300 тысяч, представь, что у тебя 30 миллиардов. А если у тебя есть 30 миллиардов, какой смысл уже в них сейчас? Что ты можешь на них приобрести такого, от чего ты станешь счастлив? Тебе нужно, чтобы кто-то принял твое наследие. Без этого ты счастлив не будешь. Так, это мы разобрали цели. Значит, женщинам нужна внутренняя потребность любить кого-то, даже безответно. Ну как безответно, это понятно, все равно будет отдача какая-то. Но именно настрой должен быть такой, что просто она хочет о ком-то заботиться, кого-то любить. Не животных. Нет, не надо сейчас вот в это упираться, говорит, вот я люблю собачек, я хожу там за собачками, ухаживаю. Нет, именно в людях. А у мужчины потребность заложена, запрограммирована наличие, кому передать наследие. Кто-то скажет, вот маленьких детей я не люблю, кто-то подростков, кто-то что-то еще. Но пройдет время, все они вырастают во взрослых людей, которым либо будут готовы принять на свое наследие, либо их просто не будет, этих людей. Вот из чего вы должны исходить. Это подготовка. Что внутри семьи, когда вы уже создали семью,
быт начинается, да? Какие часто вот, проблемы озвучивают различные блогеры, не блогеры в соцсетях. Это мы уже видим. И нам не надо гадать, исследования проводить. Мы уже этого так насмотрелись. Статистику может любой желающий провести. Какие проблемы озвучивают? Ну, озвучивают проблемы, что не проводим вместе время. Да? Еще проблемы не уделяем друг другу внимания. Да, я согласен, это очень важная штука. Просто надо вот это осознать, находить, выделять в своем плотном расписании хотя бы сколько-то времени на то, чтобы провести время друг с другом, чтобы отложить все дела, положить телефон на беззвучный режим в отдельную комнату или в машине оставить самим куда-то пойти. Проведите время. Вот сами подумайте, сколько вы можете получать от семьи и как мало нужно для этого. Выйдите вместе на прогулку. Посидите просто за столом без телефонов и обсудите, как прошел день. Спросите ребенка, как у него там дела в садике, в школе. 5 минут. Вы будете в курсе, как дела у членов ваших семей, у домочадцев. И они будут чувствовать хоть какое-то внимание с вашей стороны к себе. Это же так мало. Представляете, из-за каких-нибудь, может быть, 15 минут в день вы получаете негатив от партнера своего, от домочадцев, потому что они не чувствуют никакого внимания. 15 минут в день. Вы хоть секундомер заведите, да? Это же очень мало. Вот сегодня, даже если вам это видео попалось, посмотрите, вот зайдите в настройки телефона, посмотрите время использования каких-то приложений, посмотрите, сколько времени вы провели в соцсетях. Или сколько времени в переписке с кем-то, не являющимся членом вашей семьи. Вот туда, наружу, вы уделяете внимание часами. Из этого у вас вообще вся жизнь кардинально поменяется. Да не так уж много надо-то. Это относится не только сейчас какие-то девушки, может, попробуют использовать это, сказать: вот, милый, видишь, там, что парень говорит, удели 15 минут. Нет, и вы, девушка, уделите 15 минут. Отложите точно так же все. Приготовьтесь, как будто вы пошли на свидание, там, деловое или на важную. Не надо вот так вот выходить, там, лохматая, там, с комнаты вышла, вот она, уделяй мне внимание. Нет, ты приготовься к этому вниманию, потрать вот эти 15 минут на то, чтобы приготовить. Нет, ты потратишь 15 минут на то, чтобы приготовиться к этой встрече, где тебе уделяют 15 минут. В конце концов, если у вас нет привычки, просто договоритесь, что в какое-то время дня, вечера, утра вы вот прям по расписанию обязательно уделяйте время именно друг другу, чтобы просто поговорить, посмотреть друг на друга, чтобы спросить, что беспокоит. Причем не надо вот крутить одно и то же мусоли, что вы уже обсуждали, допустим, мужчина вас не поймет. Девушки, подумайте, что может тревожить вашего мужчину. Если вот ваша роль быть именно тем вагончиком, который заряжает ваш паровозик. Паровозик, он мужчина, он будет пробиваться, но у него нет запаса угля большого, вообще никакого. Вы его как зарядите, так он и пойдет. Попробуйте без всяких требований, вот именно любить его. Не просите его там излить душу, когда он на это не настроен. Мужчины не такие, они
не имеет потребности изливать душу. Это у женщин такое заложено. Им поболтать, поделиться переживаниями, им легче от этого станет. Мужчине от этого легче не станет. Не надо вот говорить ему: излей душу, что тебя беспокоит, милый. Нет. Для мужчины это ассоциация с тем, что он проявит слабость. Не надо от него это. Просто спросите, как он чувствует себя физически, например. Может, ему, знаете, не знаю, шею помять, да, к примеру. Ну вот условно, я не знаю. Либо скажите: а давай я тебе какой-то десерт приготовлю вкусненький, хочешь? Ну вот что-нибудь такое. И он это поймет, для него это, знаете, попробуйте сформировать для него на 15 минут поездку на курорт в отпуск куда-то. Потому что он каждый день фигачит, либо физически, либо мысленно настроен, либо он переживает каждый день. Он молча, он переживает так, как, ну я не знаю, но вы точно не будете переживать молча по какому-то поводу, вы не сможете. Вам надо говорить, вы будете изливать. Ну, большинство вот так. Попробуйте для него создать уголок отдыха райский. Ну, я думаю, вот так. Это очень вам поможет. А теперь посмотрим на этап, который не у всех, но очень многих расстаются. Вот он, она. Начните с другого. Вы вместе как оказались? Вас же ведь что-то связало. Наверное, было что-то хорошее. Ведь не она вас выбрала, вы ее выбрали. И не он вас выбрал, вы его выбрали тоже. Вы вместе друг друга выбрали за что-то хорошее. Попробуйте написать на листочке. И причем очень важно, чтобы в этом описании, за что вы друг друга выбрали, были не ваши ожидания, а реально то, что вы видели. Не надо желаемо выдавать за действительно. Девушка может сказать: вот он был романтиком, я вот это. Все. Исходим из начальной установки, почему вы должны быть вместе. Она должна начинаться так примерно. Я с ним сошлась, потому что я хотела любить, и я посчитала, что он наиболее достоин или нуждается в моей любви, и все. Вот исходя из того, что вы с ним сошлись, потому что вы хотели его любить, ответьте на вопрос сейчас. Что изменилось? Он виноват? Нет. Он поменялся? Может быть, он поменялся, но вы сошлись по вашей личной причине, потому что вы его хотели любить. Вы. А если у вас были другие причины, потому что он вам подарки дарил, что-то еще, ну тогда были возможности, сейчас нету, и вы расстались из-за этого. Ну, вы же понимаете, что это неправильно и где-то даже предательство. И для мужчин. Вы, мужчина, почему выбрали девушку? Из-за чего? За красоту? Ну хорошо, за красоту. Она была красиво, ухожена, а сейчас не ухожена, лохмата. Ну задайте себе вопрос, как вы поддерживаете ее красоту. Вот женщина — это подарок, который сама себя упаковывала. Вот она до встречи с вами себя упаковала, как-то, да, нашла ресурсов, а потом она была зависима преимущественно от вас. У нее были ресурсы себя упаковывать-то дальше? Исходим из того, что вы ее выбрали, потому что что? Вы так настроили, что у вас будет продолжение рода с ней, наследие. Вот, что поменялось? Наследники появились, не появились? Ну, Бог даст, появится. Бог не даст, не появится, потому что Он ваше сердце видит. А если вы считаете, что ваше сердце добровольно нет наследников, значит, Бог уготовил другой путь. Но тут все просто. Доверяйте Богу. Вот по Библии очень много плохих вещей произошло в мире из-за греха Сары, за ее нетерпение, нетерпеливость. Ей было 80 лет, она не имела детей, не могла дать детей Аврааму. И она поспешила
да, 80 лет кажется абсурдным, такое, да, слышишь? Но она поспешила подсунуть своему мужу свою служанку Агарь. И та родила ему ребенка. А потом, спустя еще, сколько там, 10 лет, по-моему, Бог дал ей ребенка. И она родила Аврааму сына уже сама. Если кто не знает, если вам реально интересно, посмотрите, что стало с сыном от служанки и какие народы пошли. И вот посмотрите на то, что сейчас происходит последние несколько лет, да, вот особенно то, что вокруг, в регионе вокруг Израиля, Ирана, вот это все. Этого всего не было бы, если не тот грех нетерпения, представляете? Да, Бог не давал, Бог испытывал или уготовил такую судьбу, но вы доверяйте этому. Доверяйте. Без всякого вопросов и прочее. Доверяйте, Бог это все устроил, у него есть уже план без вас. Будете благодарны, научитесь ценить мало, получите и больше. Не будете, будете вякать, ну вот будете еще больше вякать. Так вот, мужчины, вы выбрали женщину, что поменялось? Она была красивая, стала некрасивая? А от вас это никак не зависело? Если у вас был ресурс и вы давали, она красиво останется. Если у вас не было ресурса, вы не могли его дать, ну что пенять на нее, что она там некрасивая? Если стала ленивая, а вначале была, там готовила, ну, наверное, вы сами же создали такие условия, начали водить по ресторанам на постоянку, вы сами говорили, для чего готовить, а потом она перестала готовить. Почему? Ну так вы же формировали привычку. Она с детства училась там готовить, готовила, а вы эти привычки поменяли, и потом ее обвинили. Ну, то есть люди, они не меняются просто так без причин. Ни мужчина, ни женщина. И когда вы расстаетесь, не спешите расставаться. Первое, вспомните, что Бог подготовил вам судьбу вашу. И Он дает вам силы, чтобы путь этот пройти. Если вы находитесь в стадии там разлуки, задайтесь этими вопросами. Во-первых, вернитесь к установке, почему вы должны быть в семье. Если вы женщина, вы должны быть в семье из потребности внутренней любить другого. Если вы мужчина, вы должны исходить из потребности, что вы стремитесь создать наследие, которое нужно кому-то передать. Дальше, если вы уже вместе, вам что-то не нравится, вспомните о первопричинах, почему вы вместе. И начните уделять время друг другу, чтобы ваш партнер, женщина, мужчина, чтобы они понимали, что вы о них не забыли вот в этой суете. И уж хотя бы 15 минут в день. Больше это хорошо, но хотя бы минимум какой-то дайте, чтобы каждый день не забывать. Ну а если вы уж в стадии, что расходитесь, обвиняете друг друга, он забрал мои лучшие годы жизни, она с меня вытребовала столько ресурсов. Ну тут два варианта. Либо вы лошара, которых вот развели и использовали, а вас обманули, кинули, за нос водили. Ну, вы дурачок, да? Дурак, неважно, мужчина, женщина. Ну, либо вы сейчас пытаетесь переложить свою собственную ответственность на другого человека. Вот из чего надо исходить. А когда вот тот блогер записывает, говорит, там хоть 10 женщин, говорит, ему 50 лет, одинаковый исход, ну давайте вернемся к старенькой пословице. Если кругом одни козлы, вопрос, как ты там оказался, да? Вот такой вот уникально благородный сизый орел оказался, или орлица, оказались в такой среде. Раз произошло, два произошло, 3 произошло, 4 произошло, 5 произошло. Я уже говорить это уже устал, уже до 5 дошел. А у него там 10 расставаний. Ну и смешно, не правда ли? Взрослый человек говорит о том, что
Он 50 лет потратил на то, чтобы прийти к выводу, что все, ну, в его случае, все женщины одинаковые. Есть и женщины, которые говорят, что все мужики одинаковые. А о чем не говорят? Что мы не видим? Вот эта тема расставания, она хайповая, я понимаю, я сейчас ее коснулся, потому что люди хотят разобраться в проблемах, но сколько вы видите видео о людях, у которых удачные семьи, и что все хорошо. Да им просто рассказать нечего, они не понимают, что такого уникального они миру расскажут. Их пример на самом деле, конечно, уникальный. Ведь немногие семьи могут похвастать, что они там 25 лет вместе, 40 лет вместе. Немногие. Но они уникальны. Но такой вот парадокс, что они в своей уникальности не понимают, что у них уникального, о чем они могут с миром поделиться, и о чем рассказывать контентом. Я на том канале пролистывал, штук 30 роликов уже увидел, но перестал листать. Но я понимаю, что у него на одну и ту же тему он крутит столько контента, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А сколько контента вы можете записать с рассказами о том, что у вас все хорошо. Ну вот поэтому вот и формируется такое обманчивое восприятие. Соцсети прям очень много искажают. Я в своих роликах там про бизнес говорил, что соцсети строят красивую картинку успешного успеха, не говоря о проблемах. А во взаимоотношениях соцсети делают картину, что все плохо и ужасно. Просто потому что противоположные примеры не записывают. Вот что взять по бизнесу, мало предпринимателей, кто будет делиться честно, что у него проблема. Он наоборот хочет это скрыть и быстрее решить эту проблему. И мы не дорассказываем. А вот про успех это классно рассказывают. Также в семье. Когда что-то хорошее, вы попробуйте, кто из вас ведет сторис, там каждый день записывает, как здорово сегодня они позавтракали с женой, с мужем вместе. Какой чудесный закат они видели сегодня. Какой славный теплый дождичек был. Или как здорово им было, что несмотря на холод, ну холодно было дома, да, они вместе провели время, там, теплое одеяльце, все такое. Но нету такого. Представляете, вот то, чего вы больше всего видите, это как раз таки ненормально. Подумайте об этом. Если ролик зашел, как бы зайдет, дайте знать, напишите комментарии. Вот мне интересно, в принципе, можно пообсуждать разное, да. И если интересно, можем еще записать. Даже, возможно, такое, что созвонимся как-то по видео и пообсуждаем. Вы зададите вопросы, я какие-то ответы дам, да. Я что-то спрошу, вы ответите. Ну, вот такой формат именно беседы. Все по-доброму. В общем, заканчиваю я этот свой видеофильм. Он уже 38 минут. Всем желаю добра. Всем желаю вспомнить, какая доброта есть в его сердце изначально. Не нужно ее прятать от всего мира. Всем желаю помнить о своих долгосрочных целях к счастью. И помните, деньги это не главное, это просто инструмент, это вот время для вас это самое главное. Ваша жизнь будет потихонечку угасать, и деньги не будут иметь никакого значения. Будет значение иметь то, что вы сможете вспомнить под старость и какую заботу от кого получили. Если вам будет 80 лет, вы будете очень богаты, но у вас ни семьи, ни родни, никого. Кому вы нужны с этими деньгами? Вы все равно умрете, а потом эти деньги, кто-то победит. Вот как-то так. Все, всем добра, всем хорошего времени суток. Все, ко всем.